И она мне просто показывает стадию рака уже, ну, знаете, вот уже когда просто пипец. Если я вдруг на 10 минут опоздаю, то по мне проедутся как по асфальту. Что в Германии от этого не лечат. И что оплачивает страховка при беременности. Всем привет и добро пожаловать на мой канал, с вами Эрика, и как вы поняли из названия видео, сегодня мы будем разговаривать про врачей, а конкретно про мой опыт. Я не хочу сказать, что где-то врачи лучше, где-то хуже, у меня есть отдельное мнение на все эти моменты. А пока что подписывайся на мой канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное на моем канале. Можешь запастись чаечком или чем-нибудь вкусненьким, потому что это видео будет долгим. Поэтому садитесь поудобнее, берите чаечек, сейчас я расскажу, как у меня все было. Как я говорила в предыдущем видео, ссылочку на это видео я оставлю обязательно в описании и где-нибудь здесь или здесь, во всплывающем окошечке. У нас была запланированная беременность. До того, как мы переехали в Германию, еще в России, и до того, как мы решили, что мы уедем в Германию, я для себя решила, что когда мы решим завести ребенка, я обязательно это буду делать вместе с врачом, чтобы я была уверена в том, что мой организм готов и не имеет никаких проблем, чтобы это проходило в моем понимании правильно, чтобы я не создавала никаких рисков для ребенка. Поэтому здесь, когда мы переехали в Германию и когда мы уже решили завести малыша, мы сначала в Германии какая система? Здесь нет поликлиник и нет частных клиник, как у нас в России. Здесь типа кабинеты одного или нескольких врачей, так называемый праксис. К сожалению, в маленьких городах не все врачи есть, скажем так, в наличии, не все праксисы есть. Иногда приходится ездить в соседний город. Когда мы только приехали в Германию и уже зарегистрировались, уже получили прописку, мы сразу же начали искать себе врача общей практики. Это так называемый домашний или семейный доктор. По сути, это просто терапевт, как у нас в России, который может тебе назначить на определенные болезни какое-то лечение, но более углубленное. Он обязательно тебе даст направление и отправит тебя к узконаправленному специалисту. А ты там уже будешь сам выбирать, какому конкретно доктору ты пойдешь. Поэтому, когда мы пошли к доктору и сказали, что мы планируем завести малыша, и я хотела бы посетить гинеколога, он мне выписал направление специальное от себя и объяснил, что есть русскоговорящий гинеколог. Правда, она находится не в нашем городе, а в другом. Для меня это был довольно-таки большой плюс, потому что мы только приехали. Естественно, я еще не знаю настолько хорошо язык. И была альтернатива другого доктора, это был поляк в нашем городе, но, если честно, девчонки, не знаю, как вы, мне немножко неловко идти к гинекологу-мужчине. Я всегда выбирала себе гинекологов только женщин, хотя мне сказали, что вот этот поляк очень хороший доктор, и он у девчонок у некоторых вел беременности. Его как бы рекомендовали хорошо, но я, если честно, очень стесняюсь идти к мужчине-врачу, и я сразу сказала, что мы будем искать только женщину-доктора, потому что мне психологически это комфортно. А вы сами понимаете, гинеколог — это такой врач, которому ты открываешься на все 100% в каком-то плане. Ну, тут у каждого мнение разное. Некоторые девчонки считают, что наоборот мужчины-гинекологи лучше и компетентнее. Но тут, мне кажется, как кому повезет. Мы решили, что мы будем идти к этому врачу, потому что она знает русский язык. Мне на данном этапе будет проще, потому что я не знаю, мало того, что просто язык, я не знаю медицинский язык. Допустим, когда ты в России, ты уже как бы с возрастом все эти слова знаешь, которыми пользуются врачи, и у тебя уже какой-то
есть понимание, как тебе лечиться, что с тобой будут делать и все такое. А тут как бы сами понимаете. И я решила пойти к этому доктору. Плюс я доктору семейному объяснила, что мы хотим подготовиться, запланировать беременность. И у меня были проблемы, как бы я лечилась в России, у меня была биопсия, и мне нужно было понять, готов ли мой организм после всех моих манипуляций или до очень долгого лечения, готов ли мой организм к вынашиванию малыша. Девчонки мне здесь в Германии сказали, что обязательно сказать, что я собираюсь планировать беременность, потому что они сделают все соответствующие анализы, чтобы меня полностью проверить, чтобы не было никаких проблем. Естественно, мы позвонили в этот Praxis, и нас с радостью записали, мы объяснили, что мы планируем малыша, все такое. Нам назначили термин. И самое, что обидное, в мой назначенный термин, когда я должна была поехать к врачу, у меня начался первый день токсикоза. То есть у меня 6 недель не было никаких признаков токсикоза. И четко в это утро, когда мы должны были ехать, у меня начался токсикоз. И из-за этого мы немного опоздали. На что меня доктор потом очень сильно отчитала, но не будем об этом. Хочу одну фишку сказать, которую я здесь заметила в Германии. Немцы не любят, когда ты опаздываешь, но они не обращают внимания, когда опаздывают они. Это как выражается? Допустим, если, допустим, я опоздала на термин к врачу, это очень плохо. Это тебе выскажут, это могут тебя просто не принять, потому что ты опоздал к врачу. И неважно, там снегопад, ураган или что-то в этом роде, их это не интересует. Но если ты пришел в свое назначенное время и ждешь, извини за выражение, час, они тебе никогда перед тобой не извинятся, что тебе пришлось столько ждать. А мне иногда приходилось столько ждать на разных терминах. В принципе, вы помните мою историю из Фридланда, как у нас все было и сколько часов мы все это ждали. Поэтому как бы вот это выражение «немцы пунктуальные», они пунктуальные, ждут только от тебя. А у них совершенно другая история. Вот, но опустим про это. Я очень не люблю, когда какой-нибудь специалист начинает первый день моего знакомства обсирать своих коллег. Назовем это так. Ну, потому что по-другому никак не назовешь. И когда я пришла к врачу, я объяснила, что вот мы планируем беременность, что у меня была вот такая-то болезнь, что я вот так вот от нее лечилась. У меня были на руках все документы. Но немецкие врачи не очень любят вот эти вот все русские анализы и все такое. Они типа предпочитают все делать заново. Но каково было мое удивление, когда этот врач мне сказала, что, она по сути обосрала моего предыдущего врача, который был у меня в России, который меня вылечил, и я смогла нормально жить. И она просто сказала, она мне показала картинку, говорит, у тебя была эта болезнь, и она мне просто показывает стадию рака уже, знаете, вот уже когда просто пипец. И я говорю, нет, у меня не настолько было. Значит, тебя там просто разводили на деньги. И тут я немножко отступлю от темы, потому что, чтобы вы понимали, не считаю, что где-то врачи в какой-то стране хорошие, в какой-то плохие. Допустим, мой первый гинеколог, который был у меня в России, это была гинеколог из поликлиники, и она была безумно классная. Поэтому, ребят, те, которые говорят, что в поликлинике врачи ужасные, это зависит не от поликлиники и не от места, а от конкретного специалиста. Вот у меня, допустим, был очень хороший гинеколог. И мне было очень жаль, когда она ушла в декрет. Понятно, что когда человек уходит в декрет, это надолго. Ту, которую предложили на замену, мне она не подошла, потому что все-таки мне было с ней не очень комфортно. Вот. Поэтому я долго была без нормального гинеколога и ходила к частным гинекологам, которые мне не нравились, потому что у меня начались потом через несколько лет проблемы. Через пару лет у меня начались проблемы, и мне никто не мог нормально поставить диагноз. Меня лечили то от молочницы, то от цистита, а на самом деле никто не мог нормально мне поставить диагноз, и мне становилось хуже и хуже и хуже, и через год у меня просто
начались такие жесткие проблемы, но я не буду это описывать, это чтобы вас как бы не пугать, но мне повезло, что я пришла в другую, я много частных клиник посетила, и я пришла вот к последнему, скажем так, врачу, которому мне просто порекомендовали, и она вот буквально посмотрев все мои анализы, она говорит, у тебя вот это. То есть у меня было, по сути, как бы я вам объясню, у меня было предраковое состояние по-женски. Это очень страшный такой приговор для любой, мне кажется, девушки, женщины. И, по сути, все предыдущие врачи, которые мне попадались, вот, которые были вот в этом промежутке, после того, как я ушла от своего, после того, как я ушла из поликлиники, они мне просто еще хуже делали для моего организма, потому что все антибиотики, которые они прописывали мне, это все только усугубляло положение, и мне поэтому становилось все сильнее и сильнее хуже. Вот. И я очень рада, что к ней попала. Она мне сделала курс лечения. Я как бы в России нормально зарабатывала, как бы у меня хорошая была специальность, я инженер-проектировщик, поэтому, естественно, как бы я могла себе позволить пройти весь курс лечения, который она мне предложила. И, если честно, я планировала потом в дальнейшем с ней же планировать нашу будущую беременность. Она меня полностью вылечила, вот эти вот клетки, они не пошли дальше, и у меня было все на руках. То есть она мне, когда мы уже решили, что мы едем в Германию, она мне подготовила весь пакет документов, но единственное предупредила, ты имей в виду, что в Германии от этого не лечат, потому что тут тебя будут лечить, когда у тебя просто начинается уже жесть. Вот. На чем я и убедилась, когда я пошла к гинекологу, когда она просто высмеяла мой диагноз. Ребят, я понимаю, если бы это было надумано, но мне было очень плохо. И мой гинеколог из России, она меня просто вытащила, и я буквально там за 2 или 3 месяца я нормально начала существовать как женщина и как человек. Вот. Я знаю, что я до этого с вами этим не делилась, но я не хотела вас расстраивать, чтобы вы переживали. Вот, все позади, все хорошо. Причем, знаете, я как бы не из тех людей, которые вот тебе что-то врач говорит, и ты тупо с этим соглашаешься. Я обязательно прочитаю кучу статей на эту тему, научных каких-то диссертаций, к которым есть определенный у меня там доступ через интернет, через друзей. И я как бы свой диагноз, который мне тогда поставили, я его прожила, прочувствовала, осознала. То есть это не просто и все манипуляции, которые она потом, моя доктор со мной делала, это я все потом изучила, и оно действительно как бы все способствовало помощи в этом вопросе. Комментаторы, которые очень хотят там написать, что там тебя там развели на деньги, можете просто идти в следующее видео. Мне совершенно неинтересно это будет слушать, потому что я осознанный человек, и я ко всему подхожу очень серьезно. То есть я читаю специализированную литературу на эту тему и как бы все это изучаю, поэтому если кому-то что-то там хочется написать по этому вопросу, пожалуйста, идите на другие какие-нибудь каналы и делайте свой хейт. Я очень рада, что я долечилась в России, потому что здесь бы мне ничего не предложили. Просто ничего. Вот. И получается, по сути, вот этот доктор, который я уже пришла на консультацию по планированию малыша, она просто все высмеяла, сказала, что все это бред, то, что мне делали. Вот. И сказала, говорит, ну сколько вы типа планируете ребенка? Девчонки сказали, ну ты скажи полгода, чтобы она тебе сразу начала делать анализы. Я говорю, ну вот мы, короче, полгода планируем малыша, вот хотела бы провериться, все такое. Она такая, ну еще годик попробуйте, короче, если не получится, придете. И я была, если честно, в шоке, потому что я пришла. Чтобы вы понимали, на самом деле в Германии медицина, она не бесплатная. Люди платят из своих зарплат огромный процент
огромные налоги на то, чтобы у вас, грубо говоря, была вот эта вот возможность пойти к врачу. И то эта страховка, да, вот эта вот медицинская страховка, которая у вас есть, она не покрывает все. Она покрывает какие-то моменты базовые, но только когда у тебя какая-то уже серьезная проблема, только тогда они начинают тебя лечить. Вот. И, допустим, планирование малыша мне очень жестко обрубили. И, по сути, она взяла только мазок у меня, посмотрела, короче, что у меня там внутри. Вот, посмотрела меня на кресле и все. И сказала, ну, говорит, если хотите, пускай ваш муж сходит проверит своих живчиков, и все, что она мне предложила. Все, то есть, по сути, как бы такового планирования нет, то есть тебя не проверяют полностью, да, как бы, может, у меня какие-нибудь, не знаю, патология какая-нибудь или что-нибудь в этом роде, то есть она на это ничего не проверяет, и я не знаю, как это должно быть, но явно не так, как это, по сути, у меня было. Ну, ладно, не суть. Ладно, пускай там она мне не помогла с планированием, как бы не проверила мой организм, как бы я хотела это все видеть. И единственное, она попросила, чтобы я сделала анализ щитовидки у своего доктора, у своего семейного доктора. Вот. Анализ, который, вот просто мазок, который она взяла, здесь нужно ждать, ребят, 3 недели. 3 недели, ну, месяц. Блин, за этот месяц у человека может, да, если, допустим, ты болеешь, куча всего произойти. Но тут очень долго делаются анализы. Я не знаю почему, но очень долго. Обычный мазок, он делается у них почему-то 3 недели. Получается, следующий, как я уже и повторилась, прием у нас был, когда мы уже забеременели. Когда ты беременеешь в Германии, твой гинеколог тебе выдает мутерпас. Это вот такая вот книжечка. Вот так она выглядит без обложки. В этой книжечке указывается, какой у тебя врач. Здесь указываются твои термины, все твои показатели. По сути, это просто, ну, такая вот, как анкетка, табличка. Они просто тут заносят свои какие-то показания, которые они делают. Это такой паспорт мамы, с которым ты будешь потом ходить на протяжении всей своей беременности. То есть ты его все время с собой носишь, потому что мало ли что, вдруг тебя увезут на скорой в больницу, они даже не знают, что тебе делали и какой у тебя срок и все такое. То есть обязательно у тебя должна быть твоя страховая карточка и вот твой мутерпас. Обязательно 1 раз в месяц прием у врача. Перед каждым приемом у тебя берут анализ мочи, взвешивают тебя и проверяют твое давление. В первый прием мне взяли кровь из вены. Моя доктор все делала так по-быстренькому, там пару ударов сердечко слушала и тут же выключала. Все по-быстренькому, раз. Такое было ощущение, как будто она куда-то спешит. Еще такой момент, как мне объяснила моя вот эта вот гинеколог, у которой я была. Врач не может тебе, как она сказала, навязать какую-то процедуру. То есть, допустим, положено делать 3 ультрашаля. Тебе будут делать на протяжении всей беременности только 3 ультрашаля. Потому что когда я только пришла на первый прием, ко мне подошла медсестра, я еще к врачу даже не дошла, и она у меня спрашивает, нужно ли вам делать УЗИ. Я говорю, ну как я могу сказать, нужно ли мне делать УЗИ, это должен сказать доктор, потому что я-то откуда знаю, нужно ли мне делать УЗИ. И когда я пошла к врачу, я говорю, вот мне медсестра спрашивала, нужно ли мне делать УЗИ, а как я могу ответить, это вы мне должны сказать, как бы нужно, не нужно. На что мне врач сказала, что она не имеет права мне это сказать, здесь немножко другая система у них. У них это рассматривается как втюхивание, какой она мне пример привела, чтобы я поняла. Вот, допустим, тебе доктор говорит, тебе нужно отрезать почку. И понятно, что объясняет там какие-то показания. Вот. И типа только
ты решаешь, отрезать тебе эту почку или нет. Типа доктор не может решить за тебя, типа резать тебе эту почку или нет. Хотя очень был странный, если честно, пример. Вот, типа это рассматривается как втюхивание, то есть, допустим, какие-то вот моменты, да, то есть мне это втюхивает медсестра, но не втюхивает доктор. Ну, какая-то такая тупая была аналогия проведена, потому что как бы одно дело у тебя почку предлагают отрезать, а другое тебе как бы УЗИ нужно сделать, да, как бы я так поняла, она просто не делает ничего того, что не вписано в страховку. То есть по страховке тебе предусмотрено 3 УЗИ, ты будешь делать этих 3 УЗИ, а остальное, она, короче, на остальное типа она не обращает внимания. Вот, я как-то это не очень поняла в тот момент, но забила. Смотрите, что оплачивает страховка при беременности. То, что я выше описала, это вот сдача анализов вот этих вот, постоянно проверка веса и смотр на кушетке. Также включает 3 УЗИ. Это может быть 3 обычных ультрашаля, либо это будет 1 расширенный и 1 обычный. Плюс тебе делают тест на диабет. Тоже это входит в страховку. И также могут тебе сделать тест на ВИЧ. Все остальное тебе делают за дополнительную плату. Мы смогли договориться со страховкой, что они выделят дополнительно 200 евро на какие-то еще расходы, на какие-то анализы, но опять-таки это будет решать страховка. То есть, допустим, я прихожу, мне дает какой-то бланк врач, я отправляю этот бланк в страховку, и страховка мне потом через какое-то время присылает это письмо, и они там пишут. Я попала в беременность, когда почти все было закрыто, и мы только письмами со страховкой могли переписываться, и мне приходилось отправлять это перечень анализов страховки. Страховка решала, что она оплачивает, а что нет. Смотрите, девчонки, если вы работаете или вам в какую-то организацию, допустим, джоб-центр или куда-нибудь еще, нужна справка о том, что вы беременны, это стоит 10 евро. Итак, давайте же вернемся к моему приему. Почему же у меня сложилось такой неприятный коннект с моим врачом? На первом приеме по беременности она у меня вообще ничего не спрашивала. Только вот то, что я ей говорила. То есть я как бы была инициатором моих же вопросов. Тоже, опять-таки, мне тяжело. Это моя первая беременность. Я не знаю, что, как правильно. Она у меня не спросила, как я себя чувствую. Может, у меня какие-нибудь... Дала мне кучу брошюр на немецком языке. Не объяснила, что да как я должна себя вести во время беременности. Сказала, что все это в брошюрах, по питанию все в брошюрах, про анализы все в брошюрах. То есть у меня как бы нормальной консультации первого приема гинеколога по беременности по сути не было, потому что мне вообще ничего не рассказали. Не знаю, как было у вас, обязательно напишите в комментариях, может это только мой опыт такой. Вот, мне будет очень интересно, как у вас именно было. Единственное, что мне было приятно, что она меня поздравила с беременностью, но то это было так сухенько, по-быстренькому, чтобы как бы по-быстренькому я отвалила. Еще такой момент. У меня есть такая особенность, это как-то выработано у меня с моей работой. Я привыкла делать заметки. То есть, допустим, мне кто-то что-то говорит, будь то доктор, будь то мой начальник или что-нибудь такое, я обязательно делаю пометки у себя в записной книжке, чтобы ничего не забыть. Потому что мы живем в режиме многозадачности, а я бываю гипермногозадачна, и мне обязательно нужно писать все вот какие-то маленькие нюансы в тетрадке. Что вы думаете? Она мне это делать запретила у себя на приеме. Она мне объяснила, что на ее приемах я не имею права доставать свой телефон и делать там какие-то заметки, или доставать свою записную книжку и делать там какие-то заметки. Типа, я тебе все и так скажу. Ну, блин, я беременная, там, ладно, там первые сроки, но позже у меня там может это вылететь из головы, потому что у беременных зачастую концентрация совершенно в другом направлении меняется. И я могу такие моменты забыть. И мне это запретили. Напишите, пожалуйста, в комментариях, было ли такое у вас, чтобы вам запрещали доставать телефон или доставать записную книжку, чтобы что-то записывать. Потому что, допустим, мне
непонятно, да, было первое время в этом утерпальсе, что было записано, и особенно по почерку, да, вы сами понимаете, врачи, они и в Африке врачи, и фиг разберешь, что они там тебе прописали. Я решила просто, может, у нее какая-нибудь паранойя, но может быть действительно здесь у врачей так. Вы обязательно напишите мне в комментариях. Может, это просто, я столкнулась, потому что у меня другой менталитет, я по-другому все это видела. Она, естественно, мне сделала замечание про опоздание, как я до этого говорила. Когда я объяснила, что у меня как бы токсикоз был сегодня первый день, ей было на это все равно. Она сказала, что попей водичку и все пройдет. Но никого не интересует, что эта водичка у тебя лезет потом обратно. Но при этом передо мной никогда вот за тот период, когда я к ней ходила, никто не извинялся, когда я ждала, извините, 1,5 часа, чтобы меня приняли в мое назначенное время, когда я не опаздывала. Я как-то не в претензии про то, что меня не вовремя приняли, а я в претензии к тому, что с меня требуют, а от человека такого же нету. То есть, зато когда опоздала я, она проехалась по мне как по асфальту. Я молча это все выслушала и сказала: ладно, окей, хорошо, я буду выезжать намного раньше, потому что организм мой сейчас непредсказуем, чтобы не было таких вот ситуаций. И меня в этот момент убил ее ответ. Она говорит: нет, не нужно заранее. Она говорит: просто нужно приезжать вовремя. Как я могу вовремя приехать, если меня тошнит? Я допустим, либо меня тошнит, извините за выражение, дома, да, я не могу выехать, либо меня тошнит в дороге, я же не буду это делать в машине. Естественно, мы находим место, где остановиться, чтобы все это прошло, и потом дальше едем. Но это какой-то театр абсурда, что когда я говорю человеку: ладно, я буду тогда намного раньше выезжать, чтобы, если что, мне будет проще посидеть в машине, нежели вот выслушивать все вот это вот, все эти поучения, как я должна приходить вовремя или не вовремя. Ну, человек просто выдал такое, я поняла, что с ней нет смысла разговаривать, либо до нее не доходит, либо это какая-то манера общения, не знаю. И самое интересное, почти все время моих приемов у нее мне приходилось ждать полчаса, 40 минут, час. Чтобы вы понимали, это я ждала в зале ожидания, а мужа туда не пускали, потому что у них пандемия, карантин, и нельзя сколько-то там человек, чтобы были в зале ожидания. То есть ему приходилось просто в холод сидеть в машине и ждать, пока я приду. Но при этом никто передо мной не извинялся за то, что меня приняли позже. Но если я вдруг на 10 минут опоздаю, то по мне проедутся как по асфальту. Вот такой вот у меня доктор.